Сегодня мы знаем, что взаимоотношения между Россией и Ираном, они являются предметом, ну, так сказать, очень сложным, да, который обсуждается с самых разных сторон и имеет этот процесс взаимоотношений, имеет как своих сторонников, так и своих противников. На мой взгляд, безусловно, да, сегодняшний мир, который настойчиво пытаются дезинтегрировать самые различные политические силы, нуждается именно в интеграции. То есть процесс интеграции – это важнейший процесс, который позволяет противостоять и внешнеполитическому давлению, и в общем и целом, так сказать, дискредитации культурной и национальной политики. Однако сразу необходимо сказать, что Общественная палата – это орган, который занимается решением именно общественных процессов, установлением общественно-культурных контактов между различными движениями, организациями и в том числе и странами. Поэтому, если, например, сотрудничество России и Ирана в области ядерной программы, там, системы вооружений, каких-то политических тенденций, оно может иметь, очевидно, и своих сторонников, и своих противников, то, на наш взгляд, сотрудничество в области культуры и образования не может иметь людей, которые бы этому сопротивлялись. То есть вряд ли найдутся люди, которые будут отрицать необходимость таких контактов. Поэтому сегодняшнее наше мероприятие посвящено именно поиску путей взаимодействия между Россией и Ираном в области культуры и образования. И, на мой взгляд, именно если эти пути будут найдены, или, по крайней мере, намечены, это послужит важнейшим фактором, ну, будем так говорить, снятия очень многих стереотипов, которые существуют в России относительно Ирана. Поэтому еще одна наша ключевая задача – снять эти стереотипы, бороться с этими стереотипами. Мы считаем, что Иран является страной, которую в России нужно узнать снова. Потому что мы считаем, что этот образ Ирана, который известен в России, не является объективным. Этот искаженный образ создается врагами Ирана, которые хотят его изображать именно таким образом. Этот образ хорошо представлен в американском фильме «Без моей дочери никогда». Иран предстает грязной, грубой, отсталой страной, в которой живут предубежденные и несвободные люди. Те русские, подобно господину Веревкину, которые посетили Иран, видели совсем другой Иран. И, естественно, они поражены той разницей, в которой они убедились, и увидев страну таким образом. Я разместил в своем блоге там путевые записки одной пары, русской пары, которые совершили поездку в Иран. Потом я раздам всем. Иран имеет два непростительных греха, из-за которых он стал объектом пропагандистской агрессии со всего света. Первый – это то, что Иран не признает господство и верховенство США над собой и на всем мире. И желает жить в соответствии со своими принципами, со своими ценностями. И второй, независимо от того, и несмотря на то, что Иран уважает евреев, не признает Израиль. Мы не говорим, что Иран – это рай на земле, и у нас нет никаких слабых мест. Но одной фразой можем сказать о том, что мы являемся развивающейся страной, 70% населения которой – это молодежь. Ярким примером чего являюсь я и господин Махдиян. Естественно, мы считаем, что у нас впереди долгий путь. И, естественно, мы уже приобрели большой опыт и еще много чего должны испытать. И, используя свой опыт, мы исправляем свои ошибки. Мы все исходим из вопроса о том, из концепции того, что нам необходим всеобъемлющий мир
и при этом, так сказать, многообразие культурное, политическое этого мира. Мне кажется, что чем больше простые люди общаются друг с другом, тем больше все-таки оснований для такого мира. Я вот помню, что раньше в России было очень плохое отношение к Турции, да? Но после того, как миллионы российских граждан съездили в Турцию на курорты, купили турецкие товары, а здесь еще стали работать турецкие компании, то эти отношения кардинально изменились. Это хороший пример того, как сначала миллионы простых граждан делают маленькие свои собственные дела, а потом большие политики, большой бизнес следуют за ними. Я бы согласился с господином послом, что сегодня такое искаженное представление России и Иране друг о друге. Я не знаю, как в Иране видят Россию, да? Но это характерно, что даже я, человек, который занимается международными отношениями, международной политикой, да, не знает, как все-таки в Иране относятся к России. Хотя я знаю, как во Франции относятся к России, как в Америке относятся к России, как в Японии относятся к России, как в Китае относятся к России. А как в Иране относятся к России, я вот не знаю. Но я вот знаю, что вот большинство моих коллег тоже не очень хорошо представляет о том, как вот в Иране относятся к нам. Поэтому мне кажется, что мы можем здесь идти в нескольких направлениях. Первое – это все-таки просто встречи людей на нескольких уровнях. Первое – это эксперты, те, кто занимаются международными отношениями. Второе – это уровень журналистов, потому что именно журналисты открывают как бы глаза людям, через них мы видим мир. Третье – это уровень молодежи. Причем мне кажется, что здесь возможны как двухсторонние отношения, так и участие в международных форматах. Я уже 15 лет руковожу таким молодежным форумом «Форос». Я думаю, что мы будем очень рады, чтобы представители Ирана, то есть это какие-то студенты, там, молодежные лидеры, принимали участие в этих форумах. Не надо больших делегаций. 3-4 человека, но чтобы они были. Еще два аспекта других хотел бы добавить. Туризм. Я возглавляю тоже рабочую группу в нашей комиссии по туризму. На сегодня туризм минимальный. Если Иран поднимающая страна, там, наверное, есть тоже люди, которые хотели бы путешествовать, и мы, наверное, были бы рады видеть простых туристов, которые просто приедут, посмотрят музей. Мы знаем, что Иран – это древнейшая Персия, одна из древнейших великих цивилизаций Евразии. Я думаю, что наши туристические компании были бы рады предложить какой-то туристический продукт, поездка в Иране, но вот сегодня я с ними общаюсь, я знаю, что они практически не предлагают такой продукт. И последний аспект – религиозный диалог. Первый аспект для нас важнейший – это как бы мир и развитие между христианами и мусульманами. И второй аспект – это диалог между мусульманскими уммами. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашей умме минимизировалось влияние радикальных сил, и побежали представители цивилизованного гуманистического ислама.